Привет, друзья! Николай Цискоридзе – это лицо современного балета и хореографического искусства. Он стал частью истории Большого театра. Это не просто так. У него действительно невероятный талант, который был дан природой. Цискоридзе, как человек, может нравиться или не нравиться, но то, что он является уникальным российским артистом балета – неоспоримый факт. Фактом является и то, что он уже пенсионер, получает соответствующие выплаты и не просто раздосадован, а возмущен их размером. Сколько зарабатывает легендарный танцор? Какие еще источники дохода, кроме пенсии, у него есть? Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Николай Цискоридзе, сколько он зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Родился будущий балетмейстер 31 декабря 1973 года в городе Тбилиси. Родной отец Цискоридзе был скрипачом, но он бросил семью еще до рождения ребенка. В воспитании ребенка родной отец не принимал никакого участия. Мать Ламара Николаевна находилась в гражданском браке с отчимом, и большую часть времени они проводили на работе, так как были педагогами. Поэтому семье Цискоридзе пришлось нанять няню, которая и присматривала за ребенком круглосуточно. Именно няня сыграла главенствующую роль в становлении будущей звезды. С раннего детства родители приучили его к театральным постановкам. Они же были категорически против увлечения Николая танцами. По большому счету, он сам построил свою судьбу. Втайне подал документы в Тбилисское хореографическое училище. С этого и началась карьера. В 1987 году по настоянию своих преподавателей молодой парень отправляется покорять Москву, так как его пригласил к себе Петр Пестов, который впоследствии на протяжении 5 лет занимался обучением Николая Цискоридзе. Это позволило ему закончить школу лучшим из лучших. После был хореографический институт, который также забрал дополнительные 5 лет. Только в 1996 году Николай закончил высшее учебное заведение. Конечно же, его сразу же взяли в Большой театр, где молодому дарованию удалось раскрыться. Его первым наставником стала знаменитая Уланова, которая также делилась своими знаниями и умениями. Цискоридзе – единственный мужчина в балете, которому удалось исполнить все партии в известных классических произведениях этого жанра. От графа Альберта в «Жизель», Германа в «Пиковой даме» до Квазимода в соборе Парижской Богоматери. Он был ведущим танцором на выездных зарубежных гастролях Большого театра. За свой труд был удостоен нескольких высоких наград, в том числе и звания народного артиста. Профессиональная деятельность балетмейстера вызывала невероятные эмоции у многих людей. Большая часть его коллег могли только позавидовать таким успехам. Цискоридзе всегда шел к своей цели и не останавливался. В 2011 году в прессе появились слова Николая о том, что он крайне недоволен затянувшейся реставрацией Большого театра и качеством работ. В ноябре 2012 года президенту Владимиру Путину было направлено коллективное письмо деятелей культуры, в котором они просили отставки нынешнего главы Большого театра Анатолия Иксанова и назначения на эту должность Цискоридзе. Но никаких ответных действий на письмо не последовало. А уже в январе 2013-го Николай оказался вовлеченным в скандал вокруг художественного руководителя Большого театра Сергея Филина. Цискоридзе подозревали в нанесении Филину тяжких телесных повреждений, которому выплеснули в лицо кислоту. После продолжительных скандалов Николай был вынужден закончить сценическую карьеру и покинуть Большой театр. Сейчас Николай Максимович высказывается о Большом преимущественно негативно. За эти годы там не было ничего, что мне могло бы понравиться. Вот, например, взяли в труппу Элеонору Севинард, одну из действительно уникальных и талантливых девочек, которых выпускала Академия русского балета. Но я потом увидел ее на сцене. Она ничего не приобрела за годы работы в театре. У нее осталось только то, что было поставлено еще в Академии. Ей даже партнера выбрали неправильного, который ей абсолютно не подходил. И так во всем. Уверен артист. При этом Цискоридзе не исключает вероятность возвращения в Большой театр на должность худрука. Правда, для этого должно прийти другое руководство. Все зависит от того, кто стал бы директором. Мне важны профессиональные качества этого человека. Также нужно брать в расчет, какие у меня будут полномочия. Если же новый директор театра будет иметь право вмешиваться в творческий процесс, то я не соглашусь на это никогда. Я ничего не жду, ничего не выпрашиваю, мне это надоело. Гнать надо всех, кто просто дербанит бюджет, подчеркнул артист. Цискоридзе уже давно возглавляет Академию русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Он стал первым в истории ректором Академии, который не заканчивал это учебное заведение. Поначалу в учебном заведении к нему относились пренебрежительно, но артист быстро сумел доказать свой высокий профессионализм.
Он не отрицает, что очень строгий преподаватель. Артисту часто приходится отчислять студентов, которые не проявляют рвения к учебе. При этом он всегда готов помочь тем, кто действительно хочет работать. Единственная сфера, в которой танцор так и не преуспел, это личная жизнь. Мужчиной вообще трудно быть. Мужчина – это, на мой взгляд, не просто человек, который женат на женщине или исполняет какие-то половые функции. Мужчина – это все. Для меня мужчина перестает быть мужчиной, если он посмел совершить немужской поступок. В Грузии, где я вырос, к этому очень серьезно относились. Делился Николай в интервью. Цискоридзе постоянно приписывают романы с Волочковой, Курдюбовой и другими знаменитостями отечественной эстрады. На самом деле в его жизни есть только одна любовь – это балет. Расставляя свои приоритеты, он никогда не думал о браке. Сейчас он не женат и никогда не был. Конечно же, как и у любого мужчины, у него есть симпатия к женщинам, но достичь определенных успехов не удается. Цискоридзе очень влюбчивый и не привязывается к одной девушке на долгое время. Именно поэтому он до сих пор не женился. Детей у Николая Цискоридзе также нет, хотя он считает каждого своего ученика частью семьи. По большому счету, он очень любит детей и трепетно относится к образовательному процессу. В интернете очень часто появляются различные статьи о нетрадиционной ориентации Николая, но все это слухи. У него нет жены, детей, но это ничего не значит. В своих интервью, которых было немного, Цискоридзе делился своими негативными впечатлениями от желтых новостей. В последние годы Цискоридзе большую часть времени живет в Санкт-Петербурге, где и работает. Здесь у него есть квартира рядом с Мариинским театром, куплена она была давно, в то время, когда Николай приезжал в Питер просто отдохнуть, погулять по питерским улочкам, посетить театр. В Москве у Цискоридзе тоже есть квартира, которая расположена на 3-й Фрунзенской улице, в доме постройки середины прошлого века. Когда-то в этом доме располагались коммунальные квартиры, и в комнате одной из них жила мама Николая. Позже в этой квартире Николаем Максимовичем были выкуплены остальные комнаты, и квартира стала полностью принадлежать ему. Ремонтом и дизайном этой московской квартиры Цискоридзе занимался сам. Главными отличительными особенностями этой квартиры является полностью зеркальная прихожая и гостиная, увешанная фотографиями артиста. Много в ней находится памятных вещей, подаренных дорогими и близкими людьми. Сейчас в московской квартире артиста живет лишь его любимая кошка Тяпа, за которой ухаживает специально нанятый человек. Министерство культуры опубликовало информацию о среднемесячной заработной плате за 2020 год руководителей федеральных музеев, театров и учебных заведений, подведомственных Министерству культуры. Согласно представленной информации, ректор Академии русского балета Николай Цискоридзе получает 537 тысяч рублей в месяц, что серьезно не дотягивает до зарплаты привлекающей Цискоридзе должности директора Большого театра в Москве. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц. Стаж работы на пуантах, дающий право на получение пенсии, значительно короче, чем в других профессиях. Танцоры балета получают такое право уже в 36 лет. Не исключением и Николай Цискоридзе. Но пенсия не обрадовала артиста, а скорее возмутила. На момент начисления ее размер составлял немногим более 9 тысяч рублей. В одном из своих интервью Николай Максимович выразил недовольство этим фактом, но в итоге перевел его в шутку. Позже, после перерасчета, пенсия Цискоридзе несколько увеличилась и составила 12 тысяч рублей. Артисты Большого театра говорили, что Николай Максимович получает самые большие выплаты за так называемый стаж танцора. Друзья, давайте пожелаем человеку харизмы и таланта, не терять артистизма, не сомневаться в своем успехе и не оставлять в стороне своих идей. Пусть каждый день будет веселым и чудесным представлением с эмоциями радости и громом аплодисментов в вашу честь. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!